Святы войны оборонительные. Они – божье дело. В них проявляются чудеса храбрости. В войнах наступательных таких чудес мало. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Rising Religion. Сверху дает старт Big Size, ядерная армия Китая. На нижней позиции Бойко, стандартная армия ГЛА. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Совсем недавно прошел челлендж между Бойко и Сайзом. До 7 побед, новые карты, подготовленные для них матчапы и призовой фонд $25. При равном счете играется Токс Миррор. Счет на момент игры 5-4 в пользу Бойки. Если Бойко побеждает, то следующая игра может стать финальной. Если проигрывает, то Сайз сравнивает счет, и челлендж продолжится еще как минимум 2 игры. Итак, понеслась, побежал уже подрывник от Бойки вперед. Давайте быстренько пробежимся по карте, пока еще не начались какие-то интересные события. 4 вышки в центре, у каждого из бойцов есть по 2 ресурсных дока на базе. Подрывничок уже, кстати, практически добежал как раз таки тут до Батлмастера ядерного, но вполне возможно, что да, все-таки Сайз отконтролировал этот момент, а второй подрывник заходит в башню, но есть дракон, и, соответственно, дракон сейчас этого подрывника в башне-то будет ликвидировать. Вот здесь бы не помешало бы дракону отступить. Кстати говоря, Сайз уже дал свой третий ресурсный центр. Слева здесь на центре и также справа еще существуют ресурсные доки. Сайз поехал вперед, слева Батлмастер. Ну, тут есть уже нора, есть 2 ракетчика, и, соответственно, уже Бойко будет этот момент контролировать. Техничка катается, и подрыв военного завода. Ракетчики также пришли, пробивают башню. Башня падает, а там тем временем сидел как раз таки ракетчик от Сайза, и он сейчас работает над тем, чтобы ликвидировать техничку, которая пробивала саблтраки. Хороший старт, в принципе, от Бойки. Бойко также залетает еще одной техничкой. Она, по всей видимости, не пустая, да, все верно нагружена. Там ракетчики пробивают саблтраки. Дальше едет Течь, и также под второй ресурсный док. Также будет пытаться пробить саблтраки, и пробивает также один из дозеров Сайза. Кстати, Сайз стартанул без продажи командного центра, поэтому дозерхант ему не так уж и страшен. И происходит блокировочка, в принципе, ресурсных центров, но слева Сайз пытается передавить ракетчиков, одного даже смог, но один остался, саблтраки отступают. Причем саплай, кстати, все заминированы. Справа здесь Сайз все-таки отбивается, ракетчики минус, но и остался последний. Вот его бы еще ликвидировать, и будет, в принципе, все у Сайза хорошо. Техничка подбирает скраб, набирает 3 лычки и пока что отступает вот здесь в угол базы Сайза. Есть Батлмастер, будет пытаться с этой течью сражаться, и минус ракетчик. Сайз отбился. Справа довольно интересная позиция от Бойки, как раз таки под вышку здесь ставится. У каждого из бойцов есть, в принципе, здесь, да, снизу по вышке и 4 вышки в центре. То есть в сумме на карте получается 8 вышек. И ресурсов достаточно много, карта богатая. Можно, в принципе, устанавливать экономику и спамить. Дозер пошел под вышку, но там есть техничка, напоминаю, с 3 лычками, плюс есть 1 скраб. Пыталась тут пробить дозер, но решается все-таки Бойко поехать дальше к Сайзу на базу. Но там есть Батлмастер, и техничка просто сейчас будет ликвидирована. Не хватит огневой мощи, чтобы с БМом справиться. Слева перестроил Big Size военный завод на базе, напоминаю, его подорвали, но там уже ведет вперед Бойко. Бегут ракетчики, причем без брони, добегают все-таки до военного завода. Происходят тут взрывы, взрывается также Батлмастер, и практически ведь подорвал военный завод, но он буквально тут на минимуме выживает. Вот чем-то бы добить бы это дело. Но есть ракетчики, в домик садятся, пытаются здесь настреливать, плюс есть танк Скорпион, и военный завод все-таки падает. Бойко начинает захватывать вышки. На центре 2 вышки взял. Справа также Ребель бежит с изученным захватом. Также будет вышку захватывать. Ставится нора на защиту. Ну и слева бы не помешало бы вышку взять. Ставится Стингер позиция. Есть также норка справа, сверху, как раз таки, где вышка Сайза. Ну и сюда прикатил мотик. Еще одну вышку в актив себе Бойко хочет взять. 3 Батлмастера катаются. Также здесь хотел и Бойко вышку захватить, но работают БМы, и захват не удался. Залетает Сайз и сразу же получает, и сразу же отмена
Батлмастера и отступление. Есть красногвардейцы у верхнего бойца с озвученным захватом. Будет также Сайс пытаться вышки наконец свои-то захватить. Слева также вышка захватывается. Бойко еще одну вышку берет, и у него в сумме уже становится 4 вышки. Так Ребель бежит еще и налево, тоже будет вышку захватывать. Экономика будет очень хорошей сейчас у Глашника. Нужно Сайзу что-то предпринимать. Он ставит филд, и появляется Хеликс на карте. Также строится пропаганда. В принципе, с экономикой у Ядера тоже все достаточно неплохо. Дозер идет направо, будет также пробовать здесь устанавливать, я так понимаю, ресурсный центр. Но там ракетчик достает, и Дозер минусуется. А здесь зашел БМ и отменил рабочего. Не получается построить еще одну нору, и идет танк-дракон. Нужно, я так понимаю, домик сейчас выселять. Слева идут танки-скорпионы, пробивать с полтраки, я так понимаю. Но там есть ядерный БМ, и надо бы перенавестись, я думаю. Да, и БМ убить, а потом уже бить с полтраки. Слева также происходит атака от Сайза. Разжигается здесь стена огня. Танк-дракон работает. Также заходят Батлмастеры прямо вглубь этих позиций. Начинают настреливать, но, к сожалению, дракон падает. Также работает Джарман, отменил один БМ. Также работает танк Скорпион. Я думаю, что все-таки здесь Бойко справится. Но есть два Хеликса, которые сейчас направо залетают. Слева пробивается Саплай. Саплай минус. Работает уже Батлбас, а значит появился у Бойки дворец. Но справа ресурсы-то все-таки, точнее позиции Бойко-то теряет. Да, закрывается здесь нора, закрывается Стингер. Минус танк Скорпион. Ну и надо бы норку добить. Но если есть какой-нибудь пехотинец, можно даже и БМ обратно в актив забрать. Но Сайс все-таки взял, кстати говоря, слева вышку, и на центре вышки также сейчас под контролем верхнего бойца. Батлбас. Зашел Батлбас, убил БМ, пробивает вышку, но залетают Хеликсы. Вполне возможно смогут перевернуть сейчас этот бас. Ну как бы не потерять сейчас воздушные юниты. Сайс отступает и без потерь. Отлично. Но вышку, я думаю, все-таки потеряет. Так, а справа красногвардеец, будет перехват. Ставится ресурсный центр справа. Слева, напоминаю, Сайс потерял. И тут Бойко уже расположился, ставит свой ресурсный. Залетают Хеликсы. Здесь квады плюс Батлбас. Джарман тут бегает, но он пока тут не нужен. Противостоять пока с помощью Джармана тут нечему. Отмена перехвата вышки. Сайс контролит. Чуть не потерял Хеликс, но Хеликс жив. Есть Хеликс пропаганда, и сейчас Хеликс с ракетчиками будет восстанавливаться. Бежит Лотос. Вполне возможно, Сайс сейчас будет у Бойки вышку пытаться перехватить. Может быть, даже удачно. Пока игра немножечко затормозилась. У Сайса удалось поставить справа третий ресурсный центр. И ставится норка от Бойки, я так понимаю. Да, здесь каркас, и бежит рабочий. Вполне возможно, даже и удастся. Тут тем временем Лотос по-прежнему стоит, дежурит. Батлбас был отменен, ракетчики стоят, начинают пробивать вышку. Залетает БМ, БМ сразу же минус, но и потеря 3 ракетчиков. Пытается Бойко пробить по вышке, но залетают Хеликсы. Плюс появляются ядерные оверлорды на карте, будут помогать. Ну, пока не получается отменить Сайзу вышку, но зато получается отменить Сайзу черный Лотос, которая пыталась сделать перехват. Неудачный, как мы видим. Ставится на рану, тут есть пост. По идее, Сайз сейчас должен этот момент увидеть и как-то отменить постройку этой позиции. Хеликсы, в принципе, рядом летали. Запускается арт-удар, летит ковровка по третьему рангу у каждого из бойцов и пробивает Сайз с позиции. Пробивается позиции и практически даже все тут закрыл. Если поближе доберется наземными воздушными юнитами, то, может быть, даже до конца-то все и закроет. Ну и слушайте, Сайз-то прорвался. Сайз прорвался, закрывает нору. Можно закрывать вышки, либо их пробовать перехватывать. Слева от Сайза только ракетчик. И бежит рабочий, даже ставят норку. Хорошая норка, если получится с нее что-то вывести. Можно и вышку убить, можно под пропаганду прорваться. Можно прорваться также и под филд. Ну а Сайз тем временем через центр идет вперед. Есть красногвардейцы, вполне возможно был труповоз и перехват. Происходит перехват вышки. Есть здесь Батлбас, пытается противостоять, но Хеликсы. Работают Хеликсы, один Батлбас минусуется. Неужели все-таки получится перехватить, а? Вгрызается как-то Бойко, пытается противостоять. Ой-ой-ой-ой, как бас врезался. Врезался в бас. Тут
Хеликсы отработали этот батлбас, ну и вместе с ним забрали и собственный Оверлорд. Получился такой friendly fire, но вышки все-таки, да, но одну под контроль себе Сайз взял, одна осталась все-таки под контролем Бойки, ну и Бойка слева вышку уничтожает. Бежит Джарман, Джарман отменяет Овера, слева тем временем Хеликсы пробивают позиции, которые Бойка только отстроил, и сразу же они закрываются. Сайз каким-то образом эти позиции все-таки увидел, ну и с помощью Черного Лотоса перехват вышки. Сократилась сейчас у Бойки дополнительная экономика, то есть было 4 вышки, стало в итоге только 2, у Сайза по-прежнему 4, то есть 2 он потерял слева, но 2 в центре справа осталось, и 2 вышки на базе также имеется. Пробивается здесь тем временем башня, в башне было достаточно много ракетчиков, но башня вскрывается, ракетчики уничтожаются с помощью оверлордов, отрабатывает Джарман Келл один овер, но нет пехоты рядом, нечего туда Бойки посадить, поэтому в принципе можно вывести, попробовать из поста сейчас, может быть, какого-нибудь ракетчика, да, здесь есть один, и овер обратно в актив-то забрать. Работает ECM танк, переворачивается один батлбас, также переворачивается второй, уведет уничтожение, но Сайз пока что отступает. Не удается поближе к Бойке подобраться, а Бойка ликвидирует ресурсный центр. Справа уничтожился полтраки, и ресурсный, как мы видим, вполне возможно сейчас просто пойдет. Юниты далеко, Хеликсы также далеко, и их уже 6 штук, очень много воздушных юнитов. Ух ты, овер успел перехватить Сайз его назад, хотя хотел это сделать Бойка, рабочий не успел добежать. Идет Сайз вперед, пробивает ракетчиков, но теряет Оверлорд. Поставил достаточно выдвинутый военный завод, опять отработал Джарман Овер, можно посадить ракетчика и взять его себе в актив. Овер, тем более с пропагандой, будет подхиливать юниты Бойки. Ну а справа уничтожение квада, то есть все-таки Сайз решил направо слетать. Тут был квад, который уничтожил ресурсный центр, уничтожил саппорт-траки, и теперь придется вновь его отстраивать, и Сайз ведет дозер как раз-таки сейчас направо в центре. Что же касаемо базы, здесь уже один ресурсный док закончился, слева еще пока коробки есть, ну и залетает Сайз с помощью повышений, залетает ковровая бомбардировка, также залетают Хеликсы, пытается здесь сократить Сайз количество позиций Бойки, но не без потери, и теряет один Хеликс. Но позиции закрыты, по крайней мере их часть. Так, а здесь уже близко командный центр, но достаточно много здесь Нор, здесь есть стингеры. Черный рынок уже ставится Бойкой, ну и в сумме, я так понимаю, да, их пока только 2 военных завода, 2 казармы даже есть, еще один сапплай пока качает, слева уже ресурсный док кончился, есть дворец, в принципе, пока нормально все здесь у Бойки, и Бойка ликвидирует Сайзу еще одну вышку. Не знаю, может быть, Сайзу есть смысл позаботиться о вторичной экономике, но пока Сайз только спамит. На 3 вышках пока ему, в принципе, нормально. Справа ресурсный центр работает, на ресурсном доке есть еще 6450 на базе, ресурсы, все. Тем временем Хеликсы залетают, и залетают достаточно странно. Слушайте, они залетели, да, пробивают тут квады, но не уничтожают пока ни одного здания. Очень много позиций, пробивается черный рынок. 2 Хеликса уже каленых, черный рынок до конца не получается закрыть. Хеликсы падают, 2 уже упали, еще один падает, и 4-й, последний также упал. И получается, что это огромнейшая ошибка сейчас от Сайза. Он потерял полностью все свои воздушные юниты и ничего не добился. Практически все здания живы, ну разве что только черный рынок очень сильно пострадал, но он отстроится. Вышки убить не получилось. Весь воздух сейчас был потерян. Ай-яй-яй-яй, Сайз, какая ошибка. Залетает арт-удар прямиком на вышку. И вышка закрывается, минус нора и минус 2 квада. Арт-удар, в принципе, хороший получился, но потеря стольких хеликсов, мне кажется, Сайзу будет большой проблемой. Обернется в будущем точно. Есть здесь отмененный с помощью Джармана Овер. Залетает еще одно повышение. У Сайза 5-й ранг. Вполне возможно, это Эми-бомба. Нет, это, скорее всего, были мины, но они не долетели. А вот Эми-бомба долетает, и заморозка практически всей армии Глашнику. У Сайза есть 4 овера. Достаточно мощное оружие, как мы с вами знаем. И начинает просто сейчас Биг Сайз уничтожать Бойки
все эти замороженные юниты. Починил башню, садит ракетчиков Бойко, пытается как-то дальше противостоять Сайзу. 6 оверов идут на левый фланг. Не знаю, может быть, был смысл все-таки направо пойти, здесь и позиции меньше, вышку пробить будет не так сложно, а вот справа, точнее слева как раз таки позиции-то побольше будет, и прорваться сюда будет куда труднее, но зато здесь есть командный центр, а до 5-го ранга Бойке осталось буквально чуть-чуть, а там, соответственно, уже и токсобомба, и скрытая атака. Также здесь есть черный рынок, даже уже 2, вот второй как раз-таки строится, а тот, который был практически ликвидирован хеликсами, отстроился назад, выходит батлбасс и минус 2 овера, слушайте, все-таки удалось Бойке забрать, но Сайз прет дальше. Добавляется ЕЦМ танк, близко достаточно он уже прорвался к командному центру и черному рынку, идет Сайз вперед, а справа тем временем достаточно любопытный рабочий сейчас от Бойки. Если попробовать здесь поставить норку, то можно попробовать побить здесь саполтраки. Не знаю, может быть, даже был смысл дальше пробежать, попробовать здесь поставить норку и пробить на вышку, но тут есть красногвардеец, который рабочего может ликвидировать. Но Сайз, в принципе, и так все контролит. Здесь есть саполтрак, который просто этого рабочего передавливает, и норка не состоялась, а тем временем, скорее всего, это был подрыв, но подрыв, к сожалению, неудачный. Оверы идут вперед. Также добавляется ЕЦМ танк, и есть красногвардейцы. Здесь выселяется один оверлорд, но с помощью красногвардейца можно обратно здесь сделать, скажем так, пилота. Но работает Джарман Кэл, и не удается Сайзу это сделать. В итоге засаживается в овер рабочий, и овер просто сейчас уничтожается. Пробивается Стингер, но бьют они в итоге в какое-то гражданское тут здание. Пробить до конца пока не удается. Нужно, естественно, зайти дальше. Но Бойко тем временем не сидит на месте. Он уничтожает военный завод и заходят батлбассы на базу к Сайзу, а там нечем защищаться. Он скинул ковровку, но ей только убил свой собственный пост. Не получилось закрыть батлбассы, падает токсобомба тем временем, но овером токсобомба не так страшна, разве что только ЕЦМ танк может уничтожиться, но с помощью ядерных осадков очищается токсина от токсобомбы, открывается скрытая атака и пробивается военный завод, работает ракетчик, пытается пробить здесь по батлбассу, но один ракетчик не помеха, открывается, напоминаю, скрытая атака, работает скрамблер, выходят квады и уничтожает ракетчика, пробивается ресурсный центр, военный завод был ликвидирован, Сайз тем временем также идет вперед и уничтожает командный центр. Бойко пытается распродаться, но не удастся продать командник, но хотя бы успел продать черный рынок. Но нужно также защищаться на базе. Есть тут один батлбасс, но мне кажется, что этого не хватит. Почему-то здесь Бойко пока что не работает на базе у Сайза. Но уничтожает БМ. Еще один батлбасс также есть, но нужно громить Сайза. Идет вперед Бойко налево, уничтожать, я так понимаю, вышку. Справа вышка также была уничтожена. Батлбасс отработал, пробивается казарма. Батлбасс также достигает цели слева и будет пытаться пробить вышку. А тем временем Сайз перестраивает командный центр. А ведь здесь шел Батлбасс, он мог уничтожить дозер, и больше бы командника бы не было. Здесь-то явно на базе уже все это будет уничтожено. Уничтожается электростанция. Сайз идет вперед, и с помощью Джармана Бойко отменяет один оверлорд. Бежит рабочий. И сейчас просит в качестве пилота засаживаться. И Сайз просто уничтожит свой бывший овер. Пробивается сапплай, но нужно идти вперед, уничтожать военные заводы. Залетает, заходит, точнее, также и Лотос. И можно отменять также эти заводы с помощью Лотоса. Почему бы и нет? Тем временем летят повышения. Это, скорее всего, мины. Уничтожается первый командный центр, второй, напоминаю, слева. Справа, кстати, ресурсный центр. Все, заходит батлбасс и просто сейчас его будет уничтожать. Сбрасываются мины на батлбасс. И он пока в минах стоит, уничтожается филд, а Сайз-то идет вперед, кстати говоря, да, получается отменить даже один военный завод, но нарывается сейчас на ракетчиков во дворце. Один овер ему выселили, туда садится рабочий от ГЛА, остается только один овер, и Сайз терпит поражение. Ну что ж, друзья, по итогу победителем челленджа все равно становится Big Size. Он довел игру до счета 6-6 и в финале одолел Бойку в Токс Мироре. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.